Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. В этом видео я расскажу про историю создания модного французского дома Hermès, про два моих любимых аромата от этого дома. И перед этим поставьте класс, подпишитесь на наш канал, бейте в колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. История создания дома Hermès началась в 1837 году. Это семья кожевенных ремесленников, и ее основал Тере де Hermès. Они изначально выпускали экипировку для экипажей аристократии французов, а именно в городе Париж, в столице Франции. Они изготавливали седла, экипировку из кожи, и это была их фабрика по изготовлению вот этого всего. И в 1951 году Робер Дюма, на тот момент был директором компании Hermès, выбрал оранжевый цвет для логотипа этой марки, и до сих пор это используется на коробках, вот оранжевый цвет Hermès. И сам логотип с изображением повозки с лошадью и каретой, это только в 1951 году выбран был этот логотип. После основания прошло порядка больше 100 лет. И уже с 1951 года эта компания стали не только производить кожаные изделия для экипировки лошадей, повозок, они стали производить уже и одежду, и аксессуары, ювелирные изделия даже. Изготавливали шарфы, галстуки из шелка. И в 1980 году они начали изготавливать даже посуду из фарфора и хрусталя. То есть эта компания не останавливалась на каком-то определенном товаре. Они развивались и открывали свои новые фабрики, заводы по изготовлению каких-то новых товаров для людей. Чем еще примечательна компания Hermès, они свои заводы открывают только во Франции, чтобы отслеживать качество произведенных их товаров. То есть это привязка к традициям этой бизнес-модели, этого бренда, чтобы обязательно все товары изготавливались именно только во Франции. И в 1951 году компания создает ряд ароматов, как для мужчин, так и для женщин. Расскажу про два аромата из моей коллекции. Это Terre d'Hermès, который был создан в 2006 году парфюмером Жан-Клод Элена. И я его не так давно приобрел. Здесь 12,5 мл. Флакон такого небольшого размера. Сейчас я покажу. Изначально я уже делал обзор, и под этим видео будет ссылка на гель для душа с этим ароматом. И после приобретения геля для душа я им пользовался, мне он нравится. Вот решил приобрести вот такую миниатюрку, чтобы было в моей коллекции. Так как аромат классный. Так вот, у него такая черная крышка. И на дне у него буква H. То есть Hermès. Буква N. Так, у него крышка раскручивается. Снимается, можно даже сказать, легко. Нанесу его сначала на блотер и расскажу, чем же мне он пахнет. Как известно, Жан-Клод Элена, парфюмер, который создавал этот аромат, популярен тем, что он создает именно крутые цитрусовые ароматы. Он этим, можно сказать, покорил сердца многих людей из-за того, что цитрусовый аромат у него прекрасный. И этот аромат также цитрусовый. Здесь есть грейпфрут, такая горечь этого цитруса и корка апельсина здесь. То есть цитрус здесь прям такой горький, он не кислый, он именно передает вот эту горечь цедры апельсина, горечь именно самого сока грейпфрута. И кислота здесь умеренная. Дальше здесь идет раскрытие хвойных
пород дерева. Скорее всего, это кедр. И этот аромат мне пахнет очень прям вот только что спиленным бруском дерева, вот именно хвойного. И вот это вперемешку дерева, цедра, горечь. Также здесь еще есть черный перец. Дает вот этот волшебный окутанный аромат. Он очень мускулинный. Я на женщинах вообще не вижу этот аромат. Он мне не хвойный, он больше, хотя кедр это хвойная порода дерева, да, больше я его вижу как пахнет лесопилкой, где очень много цитрусов. Я не знаю, аромат хороший, он многим нравится. Я его очень редко ношу. Я не знаю, для него нужно какое-то настроение, наверное. Ему надо соответствовать этому аромату. Он такой не для повседневности даже, я бы сказал. Больше такой официальный. Больше вот, знаете, вот если вы работаете где-то в офисе, или можно пойти на какую-то деловую встречу, то есть ему надо соответствовать этому аромату 100%. Я не вижу этот аромат на каком-то парне в шортах, там, в футболке, нет. Я больше вижу на солидном мужчине, в рубашке белой, в пиджаке, в брюках. Что бы еще бы хотел бы сказать про аромат? Да, он стойкий, на самом деле он очень стойкий. Полдня он спокойно будет держаться на вашей коже. У него есть шлейф, он шлейфовый. Я так думаю, что... Еще, кстати, хотел бы сказать, он мне почему-то напоминает запах Индии, какого-то индийского масла. Вот, я помню, у меня была подруга, и мы с ней работали на одной работе вместе, и она наносила на волосы вот что-то очень похожее. И я у нее спросил, что ты наносишь на волосы, чем от тебя пахнет? И она мне сказала, что она покупала в индийском магазине какое-то масло для волос. И вот почему-то вот этот Terra de Hermes пахнет вот этим мне маслом индийским. И я когда его вдыхаю, я вспоминаю вот ее. Такой образ почему-то Индии. Я не могу объяснить. И может быть из-за этого я редко его ношу. Не знаю. Он мне нравится, но не в супер моих прям любимых. Нет у меня. Этот аромат у меня не в списке прям самых моих любимых ароматов нет. Следующий аромат. У меня целая история любви к этому аромату у меня создалась. Называется H24. Так выглядит у него флакон. Смотрите, сколько я его отпил. Это так прилично. Мне нравится. Флакон такой ромбообразный. Здесь такая серебряная под металл крышка. Ой, как же я его обожаю. Расскажу историю. Нанесу сейчас на блотер и нанесу на руку. Очень хорошо распыляется. Очень хорошие у них распылители. Расскажу историю. Я с ним познакомился в Duty Free изначально, в аэропорту Пулково. Я к нему подошел. Он как раз только это вот были про него новости, что вот у Hermes вышел H24. Я такой думаю, надо мне обязательно к нему подойти, познакомиться. Ой, я сейчас вот говорю, и я просто кайфую. Вот. И в Duty Free, в аэропорту я нанес себе на руку этот аромат. Изначально мне он показался очень странным. Я такой думаю, что за ерунда? Ну, какая-то странность для меня. Я изначально, когда вдохнул этот аромат, такой... Очень-очень пахнет мне утюгом, таким наглаженным бельем. Именно, и вот когда вы гладите белье, к примеру, да, вот эти пары от утюга, от белья, это все
по комнате разносится. И вот мне сразу представляется эта картинка вот, утюга, кто-то гладит белье, и вот так этим реально пахнет. Я такой думаю, какая-то ерунда. Мне как-то не очень понравилось. Я сел в самолет. Уже прошло какое-то время, там час после нанесения на руку. Я сажусь в самолет и подношу руку к носу. И такой думаю, о, как классно все-таки пахнет. Очень даже красиво и приятно. Я преподношу. И я такой, о, какой прям он и шалфейный. Здесь есть нота скларен, очень редкая нота вообще в ароматах. И нота, можно сказать, молекула скларен, она отвечает за вот эти металлические ноты в аромате и зеленые ноты. То есть он пахнет очень зелено, свежо, вот этим металлом. И я начинаю смотреть в этот момент в иллюминатор самолета. Я вижу там облака, солнце, небо и все. И у меня что-то в голове, какие-то искры просто от этого аромата перелькнули, я не знаю, там замкнули. Я такой думаю, ой, наверное, так пахнет теперь для меня небо, солнце, лучи вот эти, атмосфера самолета, аэропорта. Все, я начал думать об этом аромате с тех пор. Но я не приобрел, я просто его нанес. Окей, я потом такой, все, приземлился, все, там, начал думать, такой, хороший аромат, классные ассоциации у меня теперь созрели, это с небом, с облаками. И прошло какое-то время, я начал возвращаться обратно в Петербург. И опять в Duty Free наношу себе на руку H24. И такой, ой, как хорошо. У меня началась эта волна знакомства с этим ароматом через аэропорт, через Duty Free, через самолет, опять про небо, все, эти облака, солнце. И я начал думать об этом, не приобрести ли мне этот аромат. Какие же здесь есть ноты? Здесь есть нота палисандра, нарцисса, вот этого нота скларена и мускатного шалфея. Здесь вот эти ноты. Кстати, этот аромат был создан в 2021 году парфюмером Кристин Нажель. Она пришла вместо Жан-Клода Элена, который создавал Terre d'Hermès, на его место, можно сказать. И почему-то все захейтили ее, многие блогеры, многие парфюмеры, парфюманьяки захейтили то, что она создает какую-то ерунду. То есть. И сказали, что это плохой аромат. Я скептически к этому отнесся после вот этой моей всей истории. Я прилетел обратно в Петербург. Потом я начал думать, все же, не купить ли мне этот аромат. И это был март месяц. И в итоге я его купил, скорее всего, в мае. Через месяц-два я пошел в магазин и купил его прям в целом наборе. То есть там был вот этот аромат и такой еще миниатюрка. Я просто ее не нашел еще. Где-то она у меня лежит. И я был так доволен. Я, наверное, целые 2 недели подряд пользовался только этим ароматом. Мне он очень нравится до сих пор. Я вообще не представляю без него уже свою жизнь. Я очень много пользовался им летом. И у меня уже много воспоминаний, ассоциаций с этим ароматом, когда я был лет. Брал его на море. Он меня вот с тех пор, как я с ним познакомился, как он начал меня ассоциироваться с солнцем, с облаками, с такой легкой воздушностью. Вот он у меня до сих пор с этими ассоциируется. Я просто офигеваю от этого запаха. Считаю, что он вообще это шедевр, это произведение Кристин Нажель. Она большая молодец.
И не так давно, это у меня туалетная вода, концентрация туалетной воды. У этого аромата вышел еще версии парфюмерная вода. То есть там уже, можно сказать, больше эфирных масел, да, ароматических веществ больше, чем спирта в парфюмерной. И он мне очень напоминает вот эту версию именно в туалетной воде. И я думаю, если у меня подзакончится это, но это когда-то у меня закончится, и я так думаю, если уже за полгода я истратил столько, вот, то я в следующий раз хочу уже попробовать в парфюмерной воде. И сравню. Но я не вижу разницы. В магазине я нюхал, особой разницы я не почувствовал. Хотя они, кстати, по цене, как туалетная вода и парфюмерная вода, они стоят одинаково. Почему-то, на удивление. Обычно концентрация парфюмерной воды всегда дороже. А у Hermès нет, у них одинаково. Вот. И, не знаю, это какой-то райский аромат. Аромат для меня рая. Я его прям очень-очень полюбил. Я его прям люблю. Этот запах. Вот. Я с удовольствием вам рассказал про бренд Hermès, про мой любимый этот аромат H24. Поставьте лайк этому видео, если понравился вам мой рассказ и было вам интересно. Напишите под видео в комментарии, какой ли, возможно, у вас любимый аромат от Hermès. Вам хорошего настроения, классных вам новых ароматов, путешествий. С вами был Слава. Всем goodbye.